Итак, друзья, добрый вечер. Спонтанный, прекрасный же, темный, черный. Вокруг нас многоэтажки, как некоторые любят это называть, человейники. Сейчас все походим, посмотрим. Хотелось начать сегодняшний стрим от станции метро Девяткино. Она у нас как раз вот находится там, где светится. Но здесь дорога, по которой люди ходят из метро в свое западное Мурино, она просто не освещена. Тут что-то местные власти, видимо, считают, что людям совсем, извините, протираю линзу, совсем не обязательно видеть, куда они идут. Поэтому всем добрый вечер, да, всем здравствуйте. Вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу в прямом эфире сегодня. Итак, мы сегодня спонтанно погуляем по замечательному западному Мурино. Город-спутник. Город-спутник Санкт-Петербурга. Выбрал вот эту западную часть Мурино, потому что Мурино разделен железной дорогой на две части, или разделено, как правильно сказать, на восточную и западную часть. Там, где восточная часть, там еще есть Новая Девяткино, там есть часть, которая относится к Санкт-Петербургу, то есть у людей городская прописка санкт-петербургская. Здесь же город Мурино территориально находится во Всеволожском районе Ленинградской области, но вот буквально поворачиваю налево, и вот там вот вдалеке огоньки, это уже у нас Санкт-Петербург. Санкт-Петербург у нас здесь в пешей доступности. Хорошей прогулкой. Ну как получится, как это рассказать-то, получится, не получится. Не знаю, насколько у нас пойдет времени на не такое большое. Не знаю, правильно, склонять, не склонять, вот эта вся история. Буду говорить, как говорить, уж извините. Пройдемся, посмотрим, как живут люди. Вот видим потоки человеческие из метро. Здесь уже люди начинают разделяться, так полагаю, направо. Вот это мы сейчас на проспекте Авиаторов Балтики. Конечно, на проспект это у нас очень мало похоже. Вот, узкоколейная такая достаточно дорожка. Но ничего. Евгения, вы там просили, чтобы, или надеетесь, что повеселее будет, точнее не повеселее, а интересная прогулка. Не знаю, как получится, от меня мало чего зависит. Первое, что всех встречает, это вот этот надпись «Бульвар Менделеева» и время, часы, хорошо. Собственно, по пути домой мы всегда можем прикупить телефон, закупиться мяском с овощами, цветочки вот можно жене, маме, дочке прикупить, еще продукты, сигареты. Как называют это местные, это место шаверматорий, но ни одной шавермы я здесь не вижу. Когда-то, видимо, было. Вот аптека, Sunlight даже есть. Хотелось днем начать прогулку, но дела не успелось. Закат был шикарнейший сегодня, вот этот золотые часы так называемые. Еще один продуктовый. То есть, смотрите, сразу хочу ваше обратить внимание, район новый, застраивается где-то с 2010-х годов. Там 10-е годы, 11-е. Вот. Дома первые как раз сдавались, наверное, в годах 2015-х, что-то плюс-минус такое. Ну, то есть свеженько. Там, не суть важно, ошибусь я там на 2-3 года, дома свежие. И, как показывает практика, все дома, которые вдоль основных магистралей человеческих, первые этажи, а то и вторые, это коммерческая недвижимость, заложена изначально. Мы как раз сейчас с вами пойдем вдоль, пока что сейчас бульварчика. Вот то, что мы здесь клумбы сейчас видим, это был какой-то задел под очередные шаверматории, которые там вот мы прошли только что.
Но как-то что-то не случилось, не судьба, люди были против, бунтовали. Ну и вот только сейчас, там спустя практически 10 лет, новые власти города Мурино затеяли большую затею по сносу этих непонятных бетонных чаш, несостоявшихся фундаментов под коммерческую недвижимость. Так, здесь у нас мы перешли через ручей. Очень много, по крайней мере, вот этот ЖК Мавис строил. У них вся территория внутри ЖК закрытая. То есть, в принципе, с одной стороны плюс, а с другой стороны, чтобы вам по диагонали где-то срезать, что-то обойти, это у вас не получится. Так, из фастфудов что у нас в Мурино есть? Вот проходим сейчас Ростикс, бывший KFC, и там уже тоже прошли. По правую руку был, когда мы этот шаверматорий проходили, по правую руку был вкусная точка, бывший Макдак. Забавно смотрится здесь вырванная как будто из контекста вот это одноэтажное дом со скатной крышей. Это бывший офис продаж одного из застройщиков. Но вот, видимо, когда все дома здесь продали, не сносить же, вот они сдали в аренду в коммерцию. Теперь тут все по 600. Вот квартиры бы так продавались, все по 600. Ой, тут смотрите, какая забавная кофейня в микроавтобусе таком забавном. Давайте сейчас выйдем. Давай на бульвар хочу выйти. Идем по бульвару Менделеева. И почему Менделеева? Какое отношение Менделеев имеет к этой местности, непонятно. Но этому замечательному ученому здесь даже вот памятник поставили на бульваре, назван его именем. Ну и давайте по бульварчику здесь пройдем. Уже все деревья листву сбросили. Так-то здесь вообще, по-моему, слева и справа клены растут, разноцветные. Сегодняшний, знаете, так, маленькая ремарка по поводу сегодняшней прогулки, сегодняшнего стрима. Это все-таки в контраст историческому центру. Все мы понимаем историческую ценность Петербурга, но все-таки я хочу вам сегодня показать, как живут большинство горожан. Да, даже живя здесь, в Мурино, не в городе Санкт-Петербург, большинство. Здесь такая замечательная связь, что почему-то виснет стрим, да. Я вот сейчас переподключился, посмотрим. Так вот, про население города, про 112 тысяч. Это только в городе-спутнике, вы понимаете? В городе без производства, без каких-либо увеселительных, без парков, без ничего. Здесь нет ничего. Здесь только вот эти вот высоченные многоэтажки. Там, по-моему, дальше будет ЖК Гренландия. Там 25-этажные дома. Здесь это, по-моему, ЖК Солнечный. Сейчас проходим. Ну и трава зеленая, еще плюсовая температура. Да, трава зеленая, вообще без претензий. У нас минусов-то еще и, считайте, не было. Тот снег, который выпадал, он буквально там за полдня таял.
Плюсовая температура, +7 сегодня днем было. Да, слушайте, я думаю, и запись, если будет вот сейчас качество GSM сигнала слабое, хотя вроде вот вижу там вышка вот эта впереди, это вроде эти сотовые антенны висят, но почему-то вот тут, извиняюсь, у меня мегафон, он как-то вот такой здесь. Это, кстати, да. Люди местные жалуются. Видимо, как многоэтажки как-то влияют на качество сигнала. Вот. Помню, Мурины и Девяткины еще с деревянными домиками и огородами, сплошные яблоневые деревья на участках. Это было время. Слушайте, вот та часть Мурина, которая с той стороны железной дороги осталась, она также с деревянными домиками и яблоневыми садами и вишневыми. Весной там все в цвету. Это прикольно. Такая прям деревушка. Вот. Ну ладно, мы тут в западном Мурино гуляем. Что я вам хочу просто показать, как живут люди здесь, которые работают в Санкт-Петербурге. Что здесь есть? Вот мы все идем, первый этаж, это все коммерция. Думаю, сейчас, знаете, дойдем вот до... Хочу посмотреть, как оно выглядит в реальности. Вот это задержка, прикольно. Ладно, будет как будет, друзья, извиняйте, тут на этом мои полномочия и все. Опять же, я понимаю, что это не совсем та тема, которая будет интересна большинству. Что еще интересно? Вот это тут здание двухэтажное, там BBQ наверху красным. То, что я вычитал изначально, когда застраивался это место, вот этим застройщиком, Арсенал строил эти ЖК Солнечный, это двухэтажное здание предполагалось, что будет какой-то типа местный ДК или ДДК, там детский дом культуры. Но область так дома не выкупила, здание не выкупила, в итоге здание было отдано под коммерцию. Там первый этаж, смотрю, продуктовый магазин, а второй этаж это ресторан. Весной, да, весной надо поймать тот момент, когда будет все цвести и гулять по цветущим местам. Согласен. Зима пролетит, будет весна. Это греет душу. А опять же, как местные рассказывают, была на старте проблема с садиками и школами. Вот. Опять же, как я здесь увидел, отдельно стоящих садиков практически здесь нет. Это спроектировано таким образом, что детские сады находятся на первом-втором этаже жилого дома. Как бы застройщики убивали двух зайцев одним махом. То есть тут и не тратилась земля, и без того дорогая, ну и объекты социальной инфраструктуры вроде как строились. Это как бы как с садиками решался вопрос. Вот со школами все было сложнее, но, по-моему, только здесь, на западной части Мурина, уже порядка 6 школ. Причем школы громадные, на параллели там чуть ли не до 10 классов, 10 букв. Ну, могу привирать, конечно.
это со слов. Но школы такие, там 1200, 1500 детей учатся. Чуть ли не в 2 смены. То есть, ну, опять же, понимаете, да? 112 тысяч человек. Это по грубым оценкам. Села Мурино. Ну, слушайте, вообще год основания Мурино, там чуть ли не 1674. Ну, что-то такое. Это конец 17 века. Здесь были помещичьи огороды, там чуть ли не самого впоследствии графа Шувалова. Здесь были угодья его, где что-то выращивалось. И вот на этом месте, по которому мы сейчас идем, в советское время, опять же, как мне местные рассказывали, здесь были капустные поля. Капустные поля. Чуть погодя, чуть далее, там мы будем проходить, я скажу, что слева от Мурино есть очередной поселок местный, по-моему, тоже в статусе города с недавних пор. Это город Бугры. Вот, в Буграх это там совхозы были, коровники. В Мурино были капустные поля, если так обобщенно, а в Буграх были коровники. Опять же, это все в советское время. Ну и между Мурино и Буграми есть поле, которые местные жители все очень хотят, чтобы превратили в парк, засадили деревьями, но как-то пока это не происходит. Пока не происходит. Да, все-таки мы сейчас вдоль и поперек Мурино-то пройдем. Вдоль-то точно. Потому что вот был один из запросов, это показать торговый центр «Небо». Я, насколько понимаю, он в конце улицы Шувалова. Поэтому мы вот до туда дойдем. И заодно проверим, на какой стадии строительства поликлиника. Да. Здесь в Мурино, в западной его части, не было даже своей поликлиники. То есть несколько десятков тысяч людей, а больницы нет. Это, конечно, нонсенс. Но вот поселок приобрел статус города и, по-моему, с 19 года. Ну и вот только сейчас заканчивают, еще пока не ввели в эксплуатацию поликлинику. Но скоро у них откроется. Плюс открылся свой полицейский участок. Или как это правильно называется. Ну и те районы, которые раньше были в теплицах, такие совхоз, там вот у Бугров тепличное хозяйство было громадное. Сейчас теплицы там тоже все сносили, все фундаменты разрушены. И на этом месте строится новый ЖК. Наверное, получится посмотреть. Да, Энди, согласен, что стримы всякие нужны, стримы всякие важны. Не гонюсь, не буду гнаться за мейнстримом, за какими-то модными течениями, не буду идти на поводу у большинства. Запросы разные прилетают, хотелки и желания, соответственно, тоже. Вот, мы сейчас с бульвара я свернул, идем в сторону КАДа, кольцевой автодороги, которая вокруг Санкт-Петербурга. И по большому счету в этой местности граница города по КАДу и проходит. То есть у нас за КАДом Санкт-Петербург, а с этой стороны КАДа у нас Мурино. И там есть пешеходная тропа. То есть из Мурино через гаражи, через железную дорогу можно выйти на Суздальский проспект.
Суздальский это уже в Санкт-Петербурге. Вот, дорожку замечательную сделали. Приезжайте к нам на Парнас. Да, кстати, про Парнас. До того, как на Парнасе открылась станция метро, Девяткино была самой северной в России. Это в 2006 году, по-моему, на Парнасе метро открыли. Что на Парнасе, что в Девяткино станция метро наземного базирования. Связано с тем, что это и там, и здесь находится депо метрополитена. И депо не под землей, а, как говорится, внаружи. Вот справа, кстати, одна из школ. По-моему, первая, которая в Мурино была построена и открыта. Сейчас же подскажите, как школы-то правильно называются? Не просто же школа, а, не знаю, мимо какой-нибудь если будем идти, прочитаю. Как-то забавно так они называются теперь. Раньше по-простому, да, там школа, гимназия, лицей и все. А сейчас вот как-то вот хитро выделано они обзываются. Добрый вечер, я диспетчер. Друзья, если как-то стрим что-то лагает или качество падает, и вот не могу ничего сказать. Видимо, из-за высоты домов здесь сигнал GSM проседает. Идем мы сейчас вот к КАДу, опять же, к краю города. Там уже впереди, донатик Ивана. 100 рубликов, спасибо. Слушайте, нет, ветер сильный. Если где-то выйти здесь на открытую местность, на дорогу, то порывы ветра прям такие, сильно-сильно. Это правда. Не так, что бушует, что там полдня телепает, все. Нет, просто ветер порывами и все. Порывы, правда, сильнее. Вот, сейчас посмотрим на первый торговик, который открылся здесь в Мурино. На его парковке действует цирк Шапито. По-моему, они осенью установили свой шатер. Так, Алена Омск поддерживает. Отлично, спасибо. 5 последних донатеров уже отображаются справа от QR-кода в левой нижней части экрана. Как вы видите, здесь у них овраг. Темно, не видно. Вот, это всю жизнь был какой-то из ручьев здесь местных в полях. И как-то очень забавно, что овраг резко начинается. Но я так понимаю, здесь при строительстве ручей был просто загнан в трубы и закопан под землю. Но вот в этом месте почему-то решили овраг оставить. Неведомо почему. Нет, слушайте. Цирка нет. Цирк уехал. Клоуны остались. Вот прямо здесь, стоял шатер громадный. Я думал, он здесь до сих пор. Я думал, это цирк на всю зиму. А нет. Ну ладно. Нет, так нет. Я вот не знаю, сейчас вам ветер задувает или нет. Спасибо за ТЦ. Но подождите, это ТЦ Эко-парк. А вы, по-моему, меня просили еще небо показать. Это который строится. До него мы зайдем чуть попозже. Скажем так, получится, что, может быть, даже там, в том районе будем финалиться. Вот, мне кажется, несчастные те люди, у которых вот квартиры этими окнами выходят прямо на КАД. А это постоянный поток машин, постоянный шум.
Конечно, человек – существо такое, которое ко всему привыкает, но это ж не только шум. Это, наверное, и все-таки выхлоп, и еще что-нибудь вредное. Так, ладно, шапито нет, значит, мы к самому торговику не пойдем. Выходим на Охтинскую аллею. То есть Охтинская аллея у нас получается такая граница, что ли, города, потому что вот сразу за экопарком сразу КАТ идет. А те дома, вот маленькие окошечки, это уже город Санкт-Петербург. Прям вот он. Кстати, в принципе, Почему-то здесь нет освещения на Охтинской аллее. И основной здесь свет это от торгового центра. Главное, во дворе есть фонари, горят, а на самой улице фонарей не надо, считают местные власти. Да. Что поделать? Так, колледж. Не понял, для чего вы колледж написали, но нет. Как-то сейчас скажу. Ладно. Вы меня вынуждаете воспользоваться благами цивилизации. Открыть на телефоне поиск. Не поиск, надо карту открыть. Открываем карты. Вот, центр образования. Понимаете, как это называется теперь? Центр образования номер 1. Там центр образования номер 2. И через запятую средняя школа. Нынче это так. То есть это что получается, что это не просто школа, да, а какой-то вот набор функций и умений шире, чем уроки. Не знаю, возможно, там какие-нибудь кружки или еще что-нибудь, не знаю. Вот не знаю, придумываю на ходу. Таксиста. Не знаю, конечно, как здесь с транспортной всей этой историей, с разъездами, проездами, с парковками. Но, по крайней мере, то, что вот мы сейчас шли, то, что я вижу, сильно каких-то проблем нет. Вот есть карманы, да, вдоль Охтинской аллеи. Хотя тут от аллеи здесь ничего нет, одно название. И почему Охтинская? Ну, река Охта здесь недалеко есть, да. Течет такая. Потом в Неву впадает в районе Большеохтинского, как ни странно, моста. Про границы Мурина я вот чего хочу сказать. Мы сейчас туда не пойдем, но вот там вот двухэтажное здание такое с белыми буквами. Это вот уже граница города Мурина. Там дорога, по-моему, Воронцовский бульвар. Он делит, точнее, он является границей между двумя субъектами, муниципальными образованиями, если по правде, да, сказать. То есть муниципальное образование Бугры и муниципальное образование город Мурино. И вот этот Воронцовский бульвар – это граница между двумя муниципальными образованиями. То есть с левой части дороги
люди живут в буграх, а справа живут в Мурино, вот так вот скажу. Хотя сами центр бугров, он там за полем, за полюшком находится. В этом поле, по всей видимости, когда-то паслись коровы, когда-то высаживали там какой-нибудь овес, который потом заготавливали на зиму. Не знаю, как правильно, но. Так, мы вышли и свернули направо, оказались на улице Шувалова. Как я понимаю, здесь из таких центровых улиц в Мурино, в западном Мурино, это сначала бульвар Менделеева, по которому мы шли, и вот он там перекресток с Шувалова, с улицей Шувалова. Это вот какие-то первоначальные две улицы, которые были и основными какими-то артериями, что ли, являются. Еще есть, вот я уже озвучивал, Воронцовский бульвар, Охтинская аллея, по которой мы шли. Дальше будет еще Петровский. Петровский что, бульвар тоже или не знаю, в общем, Петровский. Улица Ручьевская, там Графская, Екатерининская. Чувствуете, какие это названия, это все высокопарные? На намыве еще хуже шум и песок. Да, слушайте, в любом районе все познается в сравнении, согласитесь. И везде есть перегибы, к сожалению. Как я вижу, перегиб здесь, в Мурино, это все-таки транспортная доступность. Как бы хорошо, что есть метро. Метро, конечно, здесь всех вывозит. Как в прямом, так и в переносном смысле. О, смотрите, здесь А-фитнес — это один из фитнес-клубов сетевых. Здесь на улице Шувалова их два. Ну, фитнесов имеется в виду. Один А-фитнес называется, второй фитнес-хаус. По-моему, и все. Здесь больше в Мурино фитнесов-то и нет никаких. Но ничего, там вон люди шастают, что-то делают, занимаются, бегают. Клуб большой, с бассейном даже. Кстати, оба клуба с бассейном. Я так понимаю, у людей местных пользуются. Вот, про название улиц ты говорил, да, что как-то вот так все тут красивенько. Екатерининская, Шуваловский, Ручьевский, Воронцовский. Все одни эти графья да князья и все. И эти академики, да, получается. Это я про Менделеева. Так, мы одну школу прошли. Вот там во дворе есть вторая школа. За ней там третья, справа четвертая. Там еще далее пятая. И строится шестая на улице Екатерининской. Обязательно мы и на Екатерининскую зайдем. Потопчем мы здесь землю областную, друзья. Посмотрим на все эти огонечки. Я вот все шутил, что здесь, пока идешь домой, можно вообще по пути, никуда дополнительно не сворачивая, ты и поесть купишь, и сам перекусишь, и аптека, и больница, ну тут эти стоматологии здесь много, аптек много, алкомаркетов много, что еще, пекарен очень много, ДНС есть, их даже, по-моему, с этой части 2 ДНСа. У метро М-Видео. То есть, в принципе, город, как сам себя обеспечивающий, вроде развивается. Вот и полицейские есть. Не знаю, конечно, как они тут функционируют, насколько они тут на выезды приезжают. Но свой полицейский участок есть. Поликлиника скоро откроется, школ
большущих понастроили. Торговый центр один открыли, второй скоро откроется, еще больше который. У первого будет вторая очередь строиться с кинотеатром и спортзалом. Так, давайте здесь... Сейчас перейдем по диагонали на другую сторону бульвара. Вот мы сейчас опять вернулись на бульвар Менделеева. Как раз вот если направо, тут мы уже круг-то сделали. Вот прямо по бульвару это мы выйдем к метро. Здесь буквально метров 700-800, и вы у метро. Пешая доступность. Ну а по большому, а там вот уже и граница города, то есть получается если вот город Мурино взять в прямоугольник, то по узкой стороне это будет километр. А что такое километр? Это 15 минут, и вы пересекли город. А в длину прямоугольника это вот в конец улицы Шувалова, которую мы сейчас переходим. А улица Шувалова у нас начинается от КАДа. И Шувалова у нас упирается прямо в лес. Сейчас посмотрел на карту на Яндексе. Этот лес теперь называется парком. И парком-то не простым, а за этим лесом есть деревня. Деревня Лаврики. Всем, кому знакомо это название или кого забавит, Лаврики. Да, как будто денежки какие-то, тугрики, лаврики, вот это все, да. И тот участок леса, он настолько уже стал тонким, что на карте это уже не лес, это уже парк. И, по-моему, парк Лаврики так и называется на карте. В конце неба будет фитнес-клуб. Да, там обещали. Потому что если... Вот мы сейчас дойдем до вот самого дальней части Мурино, то пешочком до станции метро, наверное, будет минимум полчаса. Это чтобы вы оценили масштабы и протяженность самого Мурино. То есть это не какие-то там 3 дома около метро, а это очень большое количество домов, высокоэтажных домов. Да, вот если вот взять эти дома, там этажей 20, слева, я уже говорил, это ЖК Гренландия. Вот в Гренландии тоже своя школа. То есть сколько людей живут в этих домах. Там какой-нибудь дом, в нем там 1000 квартир. Конечно, все от подъездности зависит. А еще есть такая тенденция в последние годы. Все дома проектируются с квартирами, студиями или однокомнатными. То есть даже в доме нету ни 2, ни 3. То есть, соответственно, считайте, что 3-комнатная квартира это все равно, что получается 4 студии. 3 студии. И это застройщикам выгоднее продать, потому что 3-комнатная в современных реалиях это не ликвид. У людей просто нет денег. А вот студию можно продать. И проектируют таким образом, что это правда, жилой дом становится человейником. Просто вот одно окно, одна квартира. Считайте. Куча машин. Также и вот во дворе, в принципе, парковки есть, игровые зоны чередуются парковками. Слава богу, какой-то баланс имеется, но не во всех ЖК так, скажем честно. Сейчас вот мы подходим к очередному перекрестку. Это у нас бульвар Менделеева. Ой, отставить. Петровский.
Петровский бульвар. По-моему, бульвар. То есть здесь все улицы, это, как говорится, как Петр завещал, прямо и перпендикулярно. Проветриваемость максимальная. Никаких круговых движений, никаких, хотя вроде здесь круг строят где-то у КАДа. Это развязка в объезд Токсовского шоссе. Но об этом мы не будем пока что. В общем, все улицы здесь параллельны и перпендикулярны друг к другу. В принципе, удобно, а что нет. Все кварталы, точнее, участки в городе поделены на кварталы, получается. Что мне нравится в этих районах, то, что ты можешь в любой момент выйти и куда-нибудь зайти в пекарню, в кофейню, любой магазин, любая аптека в шаговой доступности. Тебе никуда ехать, бежать не надо, скакать. Я, конечно, понимаю, что в современных реалиях есть доставки. Приеду в декабре на любимую Фонтанку, да. Ну, тоже, знаете, на Фонтанке. В чате постоянно курсирует ссылка на телеграм-канал. Друзья, тоже обращу внимание, что я немножко повысил активности и добавил жизни телеграм-каналу. Там теперь будут выходить регулярно посты про Петербург. Там же анонсы предстоящих стримов, ссылки на новые видео. Так что заходите, подписывайтесь. Канал мертвым не будет. Можно участвовать там в обсуждениях, в комментариях, оставлять реакции. Свернул налево, мы оказались на Петровском. Сейчас дойду до первого дома, чтобы прочитать правильное название улицы. Все-таки это бульвар или чего это? Проспект? Кто это? Петровский бульвар. Вот, дом 11. Повернул налево. Мы идем сейчас что получается? К западной границе города Мурино. Ух ты. 60 человек смотрят целых. Друзья, вы, конечно, интересные. Мне с вами нравится. Видите, друзья, Петербург, он вот такой. Можно сказать, да, мы не в самом Петербурге, да, мы в городе-спутнике, но считаю, что даже те районы Санкт-Петербурга, которые новые, да, вот спальники новые, все эти человейники, они по большому счету точно такие же. Тенденции одинаковые, запросы у населения одинаковые, аппетиты у застройщиков тоже одинаковые. Побыстрее построить, побольше содрать. Вся земля должна приносить деньги. К сожалению, о людях думают в последнюю очередь. Я имею в виду, это вот объекты социальной инфраструктуры, качество дорог. Наверное, там в конце Шувалова я вам обращу внимание, там один ЖК строится, достраивается, все, долгострой. До сих пор все, не знаю, должны были его сдать еще году в 18-м, что ли. Но вот уже 6-й год, как его не могут доделать. Точнее, он там стоял, не строился ввиду банкротства застройщика. Но вроде как из фонда
из какого-то из фондов, короче, дом достраивают, не суть. Вот смотрите, вот у нас впереди вот этот домик, это уже у нас бугры. На просвет справа от него там бугровское поле. Выйдем на Воронцовский и по Воронцовскому пройдем до, по-моему, это улица Ручьевская. Там забавное у них городское пространство, или как это правильно-то назвать, сейчас подсмотрю в карте. Не, Графская улица, Графская, господи, вот название-то. Графская улица. Там некий оазис для человека оставлен, для людей. Вот там вдалеке огонечки, это основная часть бугров. Там правда бугры на местности, и на этих буграх стоят дома. Интересно, как-то так они там. Так вот вышло, как говорится. Спасибо за то, что спроектировали широкие бульвары. Хотя здесь на бульвар-то мало похоже. Единственное, что здесь на бульвар похоже, это бульвар Менделеева. А это как-то больше на проспект некий. С разделительной полосой между направлениями движения. Знаете, было забавно, когда началась вот эта вот ковидная пандемия, и все начали сидеть по домам, муринцы облюбовали это поле. Там были вытоптаны тропы круговые, так это вот вокруг поля 5-метровой ширины. То есть все Мурино в хорошую погоду как будто бы выходило на это поле. Шашлыки, мангалы, вся вот эта история забавная. Так, вот там впереди как раз у нас, я вижу, поликлиника новая строящаяся, по-моему, то ли 4, то ли 5-этажная, но мы прямо сейчас в нее упираться не будем. Мы там на Графской свернем вправо, обратно на улицу Шувалова. И вот, по-моему, вот там дома, которые строятся вообще вдалеке. Это кошмар. Это вот место, где раньше были теплицы. Так вот, вот это вот пекарни, да, вот вы пишете в чате, Алена, оно и есть. Вот на Гражданке вы такого не найдете. На Академке такого не будет. На Просвете такого не будет. В Озерках такого не будет. На Уделке такого не будет. Ну или будет, но очень мало. И вы там, А здесь чуть ли не в каждом доме что-то есть. У тебя и выбор, даже не иллюзия выбора, а правда выбор, в какую пекарню сходить. Потому что все-таки у них набор тех продуктов, которые они там могут представить, так вот сложно выражусь, он у них уникален для каждой кофейни, для каждой сети, но в разных сетях разный набор. Соответственно, что-то приелось, какие-то булки в одном. Какой забавный бультерьерчик там был. Вот. У тебя есть, короче, что-то приелось, ты раз и пошел в другой. Все замечательно. Потом в третий, потом в четвертый. И так по кругу. Ой, и там еще, кстати, вон те дома. Тоже в буграх. Это, по-моему, у них ЖК Эндфилд. Там в рекламе было, что
невысокие вроде дома, там, ну, до 9 этажей, и с открытой крышей для инсоляции. А по факту, по-моему, только один дом из всего ЖК, а там в ЖК порядка, наверное, 15 домов. Только на одном доме вот эти открытые крыши сделаны. А открываются ли они по факту, остается вопросом. Так, друзья, кто-то там спрашивал про самокаты. Вот я сейчас их что-то обратил только сейчас внимание. Самокаты до сих пор есть, функционируют, людьми пользуются. Как здесь темно, кстати. Это забавно. Ну вот опять же, вот нет освещения. Фонари стоят, освещения нет. Вот только от дома какие-то свет исходит, и все. Как говорится, скажем дружно, нафиг нужно. Видимо, вот этим тезисом руководствуется руководство города Мурино. Передавайте им привет. Отправляйте видео, ссылки, если кто-то знает, как это сделать. Пусть они хотя бы здесь на видео посмотрят, как у них в городе обстоят дела с освещением. О, слушайте, вот там посередине, опять же, плохо видно, потому что нет освещения. Там напиханы, насажены сосны посередине между проезжими частями. То есть здесь, да, Воронцовский бульвар становится бульваром. Прекрасно. Какая-то зелень в городе появится. Потому что, по-моему, кроме как на бульваре Менделеева и вот на той дорожке, которая идет к ЖК Экопарк, деревьев здесь в Мурино больше нет нигде. Там какой-то кустарник во дворах там у людей растет, какая-нибудь там сирени. Но это максимум, что за 10 лет, может, какие-то ЖК за 15 лет успели тут нарастить, к сожалению. Вот давайте поговорим про гетто. Я тоже не считаю Мурино хоть каким-либо гетто. Все чинно, все благоразумно. Да, здесь есть дома, которые по социальным программам, дома, в которых по социальным программам, вот, поворотник не включает на Мерседесе. Действительно, зачем человек купил Мерседес? Надо было BMW покупать. Вот, дома, в которых по социальным программам, а там вообще по встречке едет. Нормально. Вот это человек. Вот видите, вот смотрите, человек едет по встречке. Гетто это или не гетто? Это признак гетто. Так, я тут, смотрите, остановлюсь. Вот это мы на... Какая улица Графская? Теннисные столы из камня. Я сейчас здесь немножко остановлюсь. Павербанк подключу. Конечно, Мурино не гетто. Господи, о чем речь? Сами видите, какие ухоженные улицы. Да, не везде есть освещение. Да. А что да? Я даже не знаю, что добавить на самом деле. Просто давайте, какие признаки гетто? Антисоциальное население? Так ведь нет. Те люди, которые получили квартиры по каким-либо социальным программам, ну, в любом районе такие есть. Тут
черный домик вот без освещения. Видимо, долгострой. Так, правила эксплуатации спортивной площадки. Это спортивная площадка. Будем знать, хорошо. Вот там торчит еще одна школа. Слева еще одна школа. Все тут, как мне кажется, со школами прекрасно. Позагорать тоже можно. Все для людей, как говорится. Так вот, вопрос. Какие признаки района, что это гетто? Я вот и не знаю, точнее как не знаю, знаю. Но здесь не вижу. В Мурино, по крайней мере. Здесь слева сейчас поближе подойдем. Качели. И, по-моему, по первоначальной задумке было, что эти качели то ли с подсветкой, то ли сами по себе светящиеся. Мы вот такие подобные качели, кстати, видели, когда гуляли на Васильевском острове. Шли вдоль Смоленки к заливу. Очень похожее было. Ну вот, смотрите, Иван нам подсказывает, что надо глянуть Варламова. Ну вот давайте обсудим, кто как относится к Варламову. Объективен ли этот человек? Как по мне, он ходит в все районы и просто засирает. Делает ли он это хорошо? Ну, в смысле, засирает. Он хорошо засирает. А хорошо ли то, что он это вот все очерняет? Ну, возможно, и есть такой инструмент воздействия на руководство этих районов. Может быть, что-то после его обзоров изменится. Но ходить все в черный красить, что он делает, я бы не сказал, что это правильно. Поэтому, знаете, когда Варламов приехал сюда, я видел этот ролик про Мурино, Варламовское. Нашел самые глубокие лужи. Причем не вот как я сейчас вот просто иду, и иду. Вот куда мы пришли, то и показываю. Он же ведь целенаправленно, да, он нашел самое плохое и показал только это. Ну окей. Так у него ведь все так и про Парнас он то же самое показывал. Ну и как говорится, что у любой медали есть две стороны. Все-таки, если вы про эту медаль что-то рассказываете, то показывайте обе ее стороны, а не какую-то одну. Я вот показываю то, что я вижу. Тут на земле 3 квадрата зачем-то фанерой накрыты. Скорее всего, там что-то типа батута. Обычно что-то в новых районах так делают. Вот этот домик долгострой. И чего я про него-то хотел сказать? Что, ну, я не знаю, по законодательству там, или вот как это все делается, что застройщик, когда дом строит, он должен и придомовую территорию организовать. А придомовой территорией в том числе считается и дорога вдоль этого дома. Не какая-то вот тропинка вдоль подъездная, а прям вот здесь проспект целый. Да, он хоть и улицей там считается, но по нагрузке, по ширине это цельный проспект, как по мне. Ну и в обязанности застройщика еще и вот фонарные столбы установить, например, асфальт положить, а потом это все передать городу.
хорошо ли это? Ну, наверное, да. Но и в этом же и отрицательная сторона есть, часть. Блять. Извиняюсь за французский, но тут товарищ совершенно не притормаживал. Так вот, отрицательная сторона есть. Заключается в том, что пока этот дом не будет построен и сдан, а этот дом строится, напомню вам, по-моему, с 14 или с 15 года и до сих пор не сдан, дорога здесь не организована. Здесь должна быть широкая, чуть ли четырехполосная, с карманами, с обеих сторон карманными дорога. А из-за того, что дом не сдан, половина дороги не введена в эксплуатацию, и все. И вот делай с этим, что хочешь. Такая история. Но продолжается по левую руку первый этаж коммерческой недвижимости. Прелестная. А там впереди ЖК новые, которые достраиваются. По всей видимости, перед ними улица Шувалова у нас заканчивается. Хотя вот там в домах окна уже горят. Вот я не знаю, эти ЖК, по-моему, там по карте это ЖК ID Мурина 2.0 назывался. Вроде я не видел информации, что дом сдан, ЖК этот сдается, но вот здесь вот эти дома, корпуса уже по внешнему виду на балконах как будто люди живут. Ладно. Так, гляну еще раз карту. Где я, кто я, что я. Где я двигаюсь. Ага, Ручьевский проспект у нас впереди. Как раз там у нас торговый центр новый. Посмотрим, на какой стадии. Хотя бы вот сейчас там свет у него внутри горит или нет, а то может он в темноте стоит и непонятно, построен он, не построен. Да, вот, кстати, рейсовый автобус сейчас мимо проехал. Здесь на нем люди ездят до метро. И здесь есть один какой-то маршрут, который идет в город до проспекта Просвещения или даже до Озерков, что ли. То есть отсюда напрямую можно до Просвета доехать, до Синей Ветки метро. Сегодня луна какая. Не знаю, полнолуние это или нет, но, по-моему, по крайней мере, очень яркая луна в небесах. О, и тут еще на перекрестке вот двухэтажная какой-то торговик строит маленький. И вот проблема вот таких районов в том, что инфраструктура социальная очень сильно отстает. Просто эта точка отстает. То есть дома построили, люди приехали, люди живут, а социалки нет. Но вот проходит каких-то лет 10, но опять же, нифига себе, лет 10. У кого-то за это время дети рождаются и в школу уже идти планируют. Так что 10 лет-то срок приличный. Но для масштабов города это, наверное, не срок.
город развивается. Как раз там по правую руку у нас вот эти светящиеся дома. Там улица Екатерининская. Мы пойдем туда. А сейчас перед нами вот эта светящаяся горизонтальная полоса. Это крыша второго торговика, который здесь строится в Мурино. ТЦ «Небо». Вот как по мне, наверное, раза в 2, а то может быть и в 3 больше. Я смотрел план развития города Мурино. На этом месте должен был, точнее нет, вот, от торговика и там левее поликлиника строится. То есть она уже построена, она уже, вижу, в облицовке, но этих свет не горит. Видимо, внутренние работы ведутся. Вот на этом промежутке от поликлиники до торговика там должен быть стадион быть и какой-то крупный спортивный объект. Вот пока нету. Почему-то. Ну вот, просили за ТЦ «Небо». Вот вам показываю. Свет горит. Фургончики стоят. Ну, не фургончики, а этот строительный городок, в котором строители живут, видимо. Ручьевский у нас уходит в ту сторону. По нему можно уйти опять в бугры. В основную часть бугров мы туда не пойдем. Мы по Ручьевскому пойдем в сторону улицы Екатерининской. С той стороны у нас Мурино западную часть разграничивает, или как, не знаю, обозвать это правильно. В общем, железная дорога, там электричка ходит. Так, ну и вот скажите мне, как, для кого вот это хозяйство сделано. Отлично поставили забор. И вот это все. Но как безопасно здесь переходить, я не понимаю. Очень странно. В название добавить. Ну, хорошо. Интересуется Мурино, имеете в виду? Прямо сейчас при вас попробую это сделать. Какое-то масло масляное получается. Сейчас подправлю. Не-не-не, там, где ID Мурино 3.0, это слева от поликлиники строят. А между поликлиникой и торговиком там просто пустырь сейчас. Или все-таки там все-таки жилой комплекс какой-то будет. Если так, то это печалька, честно говоря.
Сильная печалька для жителей. Так, вроде название поменял. Да, поменял. Так, что мы здесь видим? Бум-бум-бум-бум-бум. Застройщик Мавис. И тоже молодец. Ну, получается, что, видите, пристройка к дому двухэтажная. Здесь на втором этаже Евразия. Это сеть ресторанов японской и европейской кухни. А на первом этаже вот какое-то мясо и хлеб. Блять. Что они по встречке-то тут ездят? Я вообще в шоках. У них как вообще-то в голове-то... Или это не встречка была? Вот опять же, да? Ручьевский проспект. 2 полосы разделены. Но одна полоса не работает. Просто там какие-то эти знаки и все, и нахер надо. Я в шоке. Конечно, история про развитие города, но что-то как-то медленно развивается. Темный дом стоит. Там новый ЖК. Его еще достраивают. Тут вроде как бы семимильными шагами его шарашат. Хотя, возможно, тоже кто-то за кем-то достраивает. Ну и вот мы вышли на улицу Екатерининскую. Начинается где-то с той стороны от Петровского бульвара. И опасно тут, страшно переходить. И в этой части, да и, по-моему, вообще в целом здесь Екатерининская, она тоже по принципу бульвара сделана. Широченно. Чего, кстати, вот мне нравится, в отличие от Кудрова, по Кудрову мы тоже обязательно погуляем. В Кудрово все улицы очень узкие. И расстояния между домами очень небольшие. То вот здесь, в Мурино, проспекты, бульвары, улицы достаточно широкие. Как-то, знаете, воздуха больше, неба больше, такое ощущение. Нет такого, что тебя со всех сторон что-то давит. Света много, даже вот сейчас темно, да, но в смысле ночь почти. А вот эта вся иллюминация от домов такая приличная, много-много. Хорошо. Вот сейчас я выйду на середину Екатерининской. Облагороженная часть самым этим застройщиком, который все дома здесь в округе строит. И сейчас попробуем найти. В этой части Екатерининской улицы есть, не знаю, как правильно назвать, сказочные персонажи, скажем так. Ангел-хранитель-то я не могу назвать, не знаю, как это. Просто вот в Калининграде, да, и кто оттуда, кто там был, есть какие-то гномики там, которые по всему городу рассажены, расставлены, и тоже уже определенный символ Калининграда. По-моему, в Пензе такое есть, по-моему, в Архангельске такие персонажи есть сказочные. Ну и вот в Мурино какой-то из художников тоже эту идею воплотил в жизнь.
И они вот здесь, на этой Екатерининской улице, на этом бульваре, где-то хаотично расставлены. Я тут сейчас во все стороны кручу глазами, пытаюсь высмотреть. Голландия действительно темная. Да. Так, кстати, тут у нас уже от Ивана 2 доната. Спасибо громадное. Ну вот видите, здесь на бульваре вот у нас голые деревья, как сейчас стоят, но посажены. Летом, наверное, как-то здесь позеленее. Но на все нужно время, силы, средства. Если ты деревья не будешь сажать, то они и не вырастут никогда сами. Так, по-моему, я на фотографии видел один из персонажей где-то здесь сидит. А, вот он. Вот сейчас покажу, о чем я говорил. Вот на камешке сидит художник такой в шарфике. Кто-то ему шарфик связал. Вот. И таких фигурок я даже не знаю сколько. Немного, ну с десяток может быть. А, еще одна тоже школа. Смотрите, в каком она состоянии. 4-этажная, современная. И вот судя по карте, вот здесь вот, если между этими домами, вот там будет темнота, там как раз тот самый парк Лаврики, а за ним деревня Лаврики. Лаврики, тугрики. Здесь, по-моему, кстати, смотрю по карте, можно сделать круг. Там будет дорога, вот она уйдет к железной дороге, и там будет переезд. И по этому переезду можно будет оказаться, получается, в восточной части Мурина, что ли. Так, что-то я этих фигурок больше не вижу. Или их поспекрали, или надо просто где-то как-то попристальней. А вот вижу вторую фигурку, вот она здесь вот под кустиком сидит. Белок будить. Нет, я там на карте посмотрел, в этом парке сделан веревочная какая-то история, вот это вот между соснами натянутые веревки, и ты там как в последний раз ползаешь. Ну ладно, двух персонажей мы тут нашли, хотя, может быть, и здесь в продолжении кто-нибудь будет. Смотрите, классненько, подсветка. Огонечки, кусты, деревья, лавочки. Может быть, и скамейки. Качели там впереди вижу есть. Ну неплохо, но вот отсюда до метро реально далеко. Это минимум полчаса. Может быть, я как-то зажрался, но честно, это много. И то полчаса это, наверное, самое там быстрым шагом. А если не спеша, то минут 40. А если у тебя, точнее не у тебя, а погода плохая, то очень не очень. Очень не очень. Но все остальное хорошо. Даже здесь, смотрите, своя теплогрейка на газу.
И вот прикол, у тебя труба поблизости с твоими окнами. На Каменке до метро 5 километров. Это вы имеете в виду Каменка та, что Комендантский проспект. Самый конец Коменды. Вечные пробки. Да, ну видите, опять же, смотрите. Все познается в сравнении. Кто-то живет в таком небольшом городке, где ты город можешь там за полчаса пройти насквозь. На работе на обед ходишь домой, сильно общественным транспортом не пользуешься и считаешь, что все и везде так. А большие города – это большие расстояния. И эти большие расстояния являются нормой. Кто-то вообще там живет не в самом Петербурге, да, а ездит сначала на электричке до города, а потом еще спускается в метро, и на метро еще куда-то там пилит. И так человек всю жизнь. Он так в универ ездил, он так теперь на работу ездит. И для него это норма. На дорогу тратить 2 часа в одну сторону, и все. И времени на жизнь у него наличное не остается. Вот хотите так? Думаю, нет. Пугаю ли я вас, отговариваю? Да нет. Всегда вы можете жить на Фонтанке, в убитой коммунальной квартире. Можете жить в таком городе-спутнике, в пешей доступности до метро и в течение получаса оказаться на Невском проспекте со всей инфраструктурой современной. Поэтому каждый волен выбирать, благо выбор есть всегда. Ну вот смотрите, я не знаю, откуда эти цифры, но я перед началом загуглил, и мне интернет сказал, 112 тысяч проживает в Мурино. Это понятно, что не только та часть, по которой мы сейчас с вами шли, западная Мурино, но и восточная Мурино. Опять же, цифра прикидышная, наверное, припадочная-прикидышная. И по числу зарегистрированных, и по количеству, наверное, квартир выстроенных, там, и сданных жилых комплексов. Но цифра в любом случае внушительная, 112 тысяч. Я почему-то думал, 1040, 50. А тут 112. Ни хера себе. Городок. Спальный район. Но опять же, это не совсем много, да, потому что тот же самый Комендантский проспект, вообще район, Приморский район, там чуть ли не 500 тысяч в Приморском районе, по-моему. Так что все нормально. Колоссально. Слушайте, мы здесь все, я дошел до конца. Те дома, которые там вдалеке, это за железной дорогой, это уже восточная Мурино. Там дорога на карте названа шоссе в Лаврики. Шоссе в одну колею, в одно направление. Что ж, по факту может и больше жить. Много квартир сдается тут. Так о том и речь, что как бы я не знаю, каким образом вот эта цифра в 112 тысяч, она была посчитана и кем. Но, видимо, какие-то статистические методы
использовались, ну и хорошо. Друзья, такой спальный район, такой город-спутник. Погуляем еще по Кудрово, возможно, можно и в Шушары заехать, и еще в спальные районы. Да, не всем это интересно, но я вам показываю настоящий Петербург. То, с чем вы можете столкнуться, если захотите приехать жить сюда. Что-то как-то грустно получается. Не знаю. Спасибо, что были со мной. Лайки, подписки, телеграм-канал. Там интересные посты про город, историю, крыши, парадные, поэзия, связанная с Петербургом. Кому интересно, заходите в телеграм-канал. Там же будут ссылки на прямые трансляции, анонсы, видео и все такое. Ну и также не забываем про донатики. Кто готов и кто может чем помочь мне развиваться, вкладываться в канал, тоже оборудование, мне на кофе с круассаном. Холодно. Все, друзья, пока-пока. Всего доброго. Да, еще Янина 2 есть. Да, везде можем погулять. Не центром единым.